Антон, привет! Вот я просидел все выходные. Смотрите, что я сделал. Сейчас я буду сканировать ваш ассортимент и как у нас будет происходить подсчет. Вот видите, я сканирую один по один. Здесь, предположим, код первой цены 1С, это код от первой цены. У вас вот она цена за одну штучку. Я сканирую. Это цена, которая у вас забита, отпускная цена. То есть здесь это цена учетная, здесь у вас отпускная цена. На данных она у вас пишет стоимость, сколько вы отгрузили, на какую сумму вы, те, которые у вас внутренние для учета. Если, к примеру, у вас одну и ту же вы, к примеру, отгрузили еще раз, вот смотрите, одно и то же сканирую, видите, одна и та же цена, то на листе итоги у нас, вот видите, получается, что 4 штуки вы отгрузили, всего оно умножилось на 600 рублей, то есть идет накоплением. И на листе сравнений здесь у вас учитывается, что вот эти позиции, у вас было, к примеру, на складе 10 штук, вы продали 4, у вас еще 6 штук в активе. Если же вам нужно одной партии посчитать, то тогда нужно нажать вот эту кнопочку, опять встать сюда, и вот смотрите, у вас что получится. Берем позицию и пишем, допустим, 20 штук. Оп, он у вас берет, и здесь он перемножает 20 штук, это цена учетная будет у вас. То есть код 1С, код первой цены у вас 38 за одну штучку, умножить на 20, получится вот эта цена. А это реализованная цена, на которую вы реализовали 20 штук по цене 63. То есть разница между вот этим и вот этим у вас получится доход. Вот. И если мы зайдем опять на лист итоги, то вот эти 20 штучек у вас, видите, 1260, 1260 отгружено. На листе сравнений у вас тоже будет 20 этих штучек, но у вас на складе было 10 штук, а вы продали 20. То есть у вас получается перепродажа на 10 штук. Вот. Чтобы вам опять ввести, нужно это будет удалять. Ну и здесь у вас удалить. Все будет работать. Код 1С, вот это первая цена, код первой цены. Код первой себестоимости. Вот она у вас здесь, вы должны будете добавлять наименование. Здесь вы добавлять учетную цену. А штрих-коды вы должны здесь добавлять номер штрих-кода, наименование продукции. Ну, понимаете, что вот здесь наименование и вот здесь наименование должно 100% совпадать. Лучше всего отсюда копировать вот сюда. И здесь вы будете присваивать цену. Вот как это все работает. Еще раз показываю. Счет по один за один. Включен перевод курсора на новую строку. Вот здесь у вас будет вот он считает. Если вам надо по несколько штук, нажимаете здесь 50. 10. И вот она у вас считает. На итогах опять все это отражается. 50, вот она. Вот там 10, еще одна была. Вот она все учитывает. В сравнении тоже все учитывает. Если синеньким, то это у вас еще переизбыток. То есть вы продали больше, чем у вас на складе хранилось. Видите, пишет -1. Если желтеньким, то у вас все еще с запасом идет. А если 10-10 будет, допустим, возьмем вот этот код, то он у вас будет без цвета. Ну, к примеру, какой? Вот, мы еще не сканировали. 95-50 на конце. Сейчас вот я его отсканирую. 10 штук. Раз, и, допустим, 10 штук. Вот. То если мы зайдем на сравнение, он у вас, видите, 10 было и 10 продали. 0 на остатке. Он у вас без цвета идет. То есть цвет здесь сделан специально для привлечения внимания.